Вы устали от того, что при вычесывании пряжи для кукольного парика отходов получается слишком много, а пряди получаются слишком короткими? Здравствуйте, дорогие мои творческие друзья! С вами Хио, и сегодня мы будем экспериментировать с вычесыванием пряжи. Я взяла два разных вида пряжи: 100% акриловую и 100% шерстяную. У меня это шерсть альпаки. Шерстяная очень плотной скрутки, а акриловая более рыхлая. На мой взгляд, именно такая лучше всего для вычесывания. Нарезаем нити длиной 30 см и берем какую-нибудь основу, на которую закрепляем наши нити. У меня это вот такие 3-мм спицы. Для удобства собираю пучки по 3 нити и закрепляю их на основе вот таким петельным узлом. Длина пряди получается примерно 14 см. Контрольный образец будет состоять из 3 пучков шерстяной и 3 пучков акриловой пряжи. Лучше всего раскрутить ниточки. Но это занимает очень много времени, а если все делать аккуратно, разницы не будет. Итак, для начала на первой спице вычешем пряжу обычным методом. Наш основной инструмент – это вот такая пуходерка для домашних питомцев. Аналогов и замены ей я пока не нашла. Берем нашу пряжу и, аккуратно продвигаясь от самых кончиков, начинаем не спеша, по чуть-чуть расчесывать, расправляя ниточки. И вот как много остается лишнего пуха. И такая маленькая получается прядь. Теперь нужно придать опрятный вид будущим кукольным волосам. Для этого удобнее использовать обычный утюжок для волос. Акриловую нить лучше выпрямлять примерно на 130 градусах. Ну а для шерсти можно взять и побольше. А лучше подбирать температуру каждой пряжи индивидуально. Берем прядки и аккуратно, плавно проходимся выпрямителем. Если ваш утюжок слишком горячий, можно прогладить пряди, положив их между салфетками или между листами фольги. Пряди становятся длиннее и приобретают блеск и шелковистость. Теперь перейдем к другому методу. Его можно назвать обратным. Для начала вытянем заготовки утюжком сразу после закрепления на основе. Затем аккуратно вычесываем пуходеркой. Если пряди начинают закручиваться, их можно прогладить утюжком или просто прочесать зубной щеткой. Итак, сравним результаты. Прикладываем образец на первой спице. И вы сами видите разницу, а в плотном паричке она будет еще заметнее. Теперь сравним количество оставшегося пуха от классического метода и от обратного метода. Надеюсь, это видео вам понравилось и оно было для вас полезным. Ставьте лайк, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. А если вы хотите, чтобы видео выходили чаще, рассмотрите возможность поддержать меня на Patreon. Бесконечного вам вдохновения и до новых встреч!